Всем привет, добро пожаловать на канал саморазвития Красная Таблетка, и сегодня мы разберем очень интересную тему успеха. Почему у Арнольда Шварценеггера получилось достичь таких потрясающих результатов? Спорт, кино, семья, политика, деньги. Обычную биографию вы можете прочитать где угодно. В этом видео я раскрою главный элемент, который не позволил Арнольду Шварценеггеру просрать свою жизнь. Элемент, который сконструировал нашего Терминатора. У Арни не было других вариантов, как стать лучшим из лучших. У всего есть причина, и если вы думаете, что вы просто возьмете и достигнете сверхрезультатов, хрен там был. Это работает иначе. Я открою тот самый главный элемент, который прокачал нашего австрийского Геракла во всех сферах его жизни. Канал саморазвития Красная Таблетка. Мы все желаем достичь огромных результатов, большого успеха. Для этого нам нужен главный элемент, который заключен в периоде взросления Арнольда Шварценеггера. Это видео может показаться вам очень драматичным, но в первую очередь оно полезное. И постарайтесь уловить главную суть в каждом пункте из жизни Арнольда Шварценеггера. После просмотра видео вы все поймете. Погнали. Отец, военный человек, прошедший войну. Фляга свистит 100%. Агрессия, безжалостность, то, что передается детям. И с таким отцом либо ты чмо, либо ты альфа. Других вариантов нет. Держал физической и моральной строгости, подъем в 6 утра. Сначала все необходимые дела, остальное потом. Вшивание дисциплины на уровне ДНК. Через психику и физику он его бил. На протяжении долгого периода взросления Арни отец запрещал заниматься культуризмом и хотел, чтобы он занимался футболом и торговлей. Запрет от человека, которого ты потихонечку начинаешь ненавидеть, культивирует большое желание делать наперекор. Неуправляемая манипуляция будет делать то, что запрещают. Продолжительное давление дает еще больше энергии делать наперекор. Отец регулярно бил Арнольда. Он держал меня за волосы и остервенело бил. Когда ремнем, а когда кулаком. Мне казалось, что боль, пронизывающая мое тело, никогда не закончится. В одном из источников я прочитал, что отец был настолько жестким, что он рвал волосы на нем. Сильнейшая физическая и психологическая фиксация больших травм у ребенка через стресс. Это культивирует в человеке сильнейшие реакции в будущем на окружающую среду и ситуации, как в негативных, так и позитивных направлениях и действиях. В пятничные вечера отец Густав приходил пьяный домой и свою злобу вымещал на жене посредством ругани. Унижение одного из главных членов семьи, мамы, на глазах у ребенка формирует агрессию, ненависть, культивирует чувство собственной ничтожности и беспомощности по отношению к ситуации. Также формируется непреодолимое желание работать над всем, как сумасшедший, и стать самым сильным, чтобы такого больше не допускать, защитить. Также формирует нелюбовь к главному мужчине. Также это отражает безжалостное отношение к себе, так же как к отцу. Отца раздражал нескладный и худой вид Арнольда, и часто он его называл слабаком и унижал в присутствии семьи и его друзей. Отцовское унижение для сына, еще и публично, очень глубоко вшивается в сознание и в душу ребенка. Это формирует чувство, что ты никто, ты мертв. И у Арнольда сработал мощно инстинкт самосохранения, который выпихнул его. Это дало потрясающий резонанс для запуска непреодолимой силы, развивать себя и свое тело, чтобы стать живым и доказать, что говорил главный человек в семье, твой Бог, твой Создатель, Отец, что это не так, и публично, на сцене, бодибилдинг, кино, политика, доказать обратное, чтобы снять ту публичную порчу, которую наложил отец. На похороны отца Арнольд не приехал. Можно понять, какие у них были отношения. Когда мама задала ему вопрос, приедешь ли ты на похороны, он сказал: Нет, уже слишком поздно, он мертв, и ничего нельзя сделать. Он также объяснил в интервью, что приучил себя быть стоиком, чтобы стать чемпионом. Он сказал: Если вы хотите стать чемпионом, то вы не можете позволить какой-либо внешней негативной силе воздействовать на вас.
Та же самая привычка, программа с детства. Основной агрессор, отец, давил, создавал дискомфортные ситуации. И все это сформировало способность, несмотря ни на что, придерживаться своего внутреннего «я». Мама Арнольда также пережила военное время и привыкла много и усердно трудиться. Арнольд вспоминал, что мать была одержима чистотой и порядком, неуклонно соблюдала дисциплину, вставая ранним утром. У хозяйки всегда был до блеска начищен пол, белье наглаживалось до острых, как бритва, складок, а одежда в шкафах развешивалась с педантичной аккуратностью. По возвращении с работы мужа неукоснительно ждал накрытый стол со свежеприготовленными блюдами. Актер с болью вспоминал, как мать выбивалась из сил, заботясь о них с братом в тяжелые времена. Как вы думаете, оставило ли это след? Сформировало ли это похожие паттерны в нашем Геракле? С учетом всех эмоциональных качелей, психологических травм, которые получил Арни, когда ребенок находится в таком состоянии, он максимально обострен, его психика обострена. Поэтому все, что происходило с ним, усваивается просто максимально, он впитывает это как губка. И дисциплина тоже пришла от матери, так же как от отца. Брат, старший сын, Майнхард, любимчик отца. Это формирует конкуренцию, соперничество на титул, стать лучшим, чтобы тебя признали и полюбили. Моменты из жизни. Жили достаточно бедно, помнит, как его родители скопили на холодильник, проблемы с деньгами, долги. Недостаток всегда формирует потребность, условия формируют натяжение. Они принуждают аватара действовать и решать эту проблему. У Арнольда с рождения порок сердца. Это фиксирует в голове страх смерти, ценность жизни, ценность каждого момента и успеть сделать все, потому что ты можешь в любой момент умереть. Это очень сильно мотивирует на действие. Билли в школе был хиленьким, Арнольд ненавидел школу. Травма с детства. Стать сильным. Доказать обратное. Дать отпор. Арнольд потерял за короткое время старшего брата и отца. Брат погиб в автокатастрофе, как указывают источники, вождения в нетрезвом виде. Отец умер через год от инсульта. Этот стресс по-любому сказался на нашем Геракле. Мы привыкли присваивать все достижения человеку, но это как бы логично. Но я готов поспорить на $1 миллион, что если бы не было ситуаций в жизни, которые пережил Арнольд Шварценеггер в детстве, то он бы не был таким, которым является сейчас. Без какого-либо хейта и при всем уважении я благодарен этому человеку, что он есть, и то, что он достиг таких потрясающих результатов. Известный актер и спортсмен, который повлиял не только на популяризацию нового вида спорта бодибилдинг, но и внес вклад в развитие киноиндустрии. Арнольд. Человек многих талантов, отметивший свои исключительные способности и на политическом поле деятельности. Уже 7 июня выйдет новый фильм про Арнольда Шварценеггера. Я думаю, будет очень интересно. Do it. Do it now. При всем уважении к актерам, к людям, достигаторам в этой жизни, все, что мы придумали себе в голове, и то, что мы делаем, все бессознательно управляется нашим опытом с детства. И по факту все достижения и победы являются фоновой программой, которую установил не сам Арнольд, а его окружающая среда в детстве и его генетика. Я думаю, вы уже поняли, что главным элементом всех гипердостижений является большая психологическая травма с детства, которая неумолимо, неперестанно долбит человеку психику и его аватара, который работает изо всех сил, не замечая ни боли, ни бессилия, чтобы оправдать или победить внутреннее чувство униженности, никчемности, слабости или травму. У травмы нет выходных. У травмы нет перерывов, у травмы нет сострадания. Есть только агрессия, безжалостность и бесконечное давление. Травма – это как беспощадный маньяк, который добивает жертву даже после ее смерти. Травма – это супер мощная энергия, которая развивает человека либо вниз, либо вверх.
Либо ты все, либо ты ничто. У травмы нет понятия среднее. Есть либо минус, либо плюс. Вопрос лишь остается, что нам с этим делать, как это использовать во благо в нашей жизни. Нет людей без травм. У каждого из нас есть что-то, за что можно зацепиться. Нужно найти эту травму, нужно ее оголить, вытащить ее наружу, накалить ее, использовать как вечный двигатель достижения результата и твоего успеха. Я тебе могу в этом помочь. Я оставлю ссылки под этим видео. Давай уже запустим тебя в космос. Иначе какой смысл жизни, если ее не прожить на полную катушку? Нужно выбираться. Скоро увидимся. Канал саморазвития «Красная таблица».